мои друзья, интернет-магазин СККС. Продолжаем знакомить вас с прошивками Android Magnetol Jansun на базе процессора Mediatek. Сегодня у нас еще одна экспериментальная прошивка для версии 2 плюс 32 Wi-Fi плюс 4G. Да, действительно существует в Jansun две версии с 4G. Некоторые из них, их вообще больше немножко, этих версий. Некоторые из них имеют процессор Intel, некоторые процессор Mediatek 8-ядерный, что то, что тот. На процессоре Mediatek можно менять прошивки без проблем, поэтому мы стараемся что-то менять. Что особенность в этой прошивке? То, что мы взяли за базу и за основу стандартный Android, ничего не меняя, установили несколько дополнительных car-лаунчеров. Но первое, что интересно, видите расположение. Расположение здесь вот такими вот вкладками, которые использовались раньше в Windows. Здесь есть обязательно автомобиль, который будет ехать с определенным. Кстати, вид автомобиля меняется в зависимости от выбора логотипа. То есть, если у вас выбирается автомобиль ваш Peugeot, то будет Peugeot, Toyota и тому подобное. То есть меняется эта картинка соответственно. Внизу находится меню прямого доступа, телефончик и настройки. Особенность этой прошивки, что здесь мы смогли подсоединить несколько вариантов самого главного лаунчера. То есть вы можете ее менять, вот главное приложение. И можно, кстати, их и дальше добавлять. Вот смотрим меню второе. Поменялся, соответственно, уже вид сверху, черный экран. Уже немножко другие ярлычки. И есть меню еще третье. Вот такой еще интерфейс. То есть вы можете выбрать навигацию, чем вы будете пользоваться и так далее. Что вам как бы нравится. Ну, возьмем сейчас стандартную, поставим. Главное меню первое. И это тоже меняется. Дальше смотрим стандартные вещи, например, автомобильные настройки. Это управление какими-то там программами, их заглушка, если что-то притормаживать, либо использовать их на полную, ну как в обычном андроиде, ничего здесь нового нет. Настройка аудио включает в себя настройку эквалайзера и управление распределением балансами в зависимости, куда вы хотите направить свой звук. Ну и опять же громкость по разным элементам. Календарь. Ничего, гугловский календарь, Google Chrome, часы, обратите внимание, стандартные, даже будильник присутствует. Как мы привыкли ранее, было, ну как в обычном андроиде, снова Play Market. Здесь у нас есть Bluetooth. Bluetooth сразу совмещен для подключения, как для звука, так и для звонков с доступом. Ну, вы можете отправлять и музыку, но синхронизацию делать именно через вот это меню. YouTube, селектор DVR, понятно, выбор, кстати, разных. Зачем это нужно, объясню чуть позже. Эта функция позволяет вам, например, подключать такую опцию, как подключить камеру к навигации, и тогда будет предупреждение по скорости движения. Вот это оно позволяет. Вот вид спереди, это уже если подключена соответствующая камера вида спереди. Сейчас он, естественно, ничего не найдет. Телевизор не будет работать, так как это версия без цифрового телевидения. Так, давайте посмотрим, что еще здесь есть. Радио, понятно, простое. И зайдем в настройки. Еще есть настройки автомобиля, которые состоят из базовой настройки. Это проверка положения ручного тормоза и предупреждение о просмотре видео во время движения. Если будет стоять галочка, вы не сможете смотреть просто так видео. Звук нажатия клавиш включить можно отключить. Ограничение громкости. Зеркальный вид. Так, ночная яркость. Цифровые настройки панели. Видите, вот эту подсветочку можно менять. Как вам нравится. Ну, подсвет клавиш в вашем автомобиле. Автовоспроизведение. Ну и скриншот. То есть базовых все. Есть заводские настройки. И здесь уже другой пароль. Он проще 4.0. Они здесь расширенные заводские настройки, как основные у нас.
убраны. Вы можете выбрать регион радиостанции, например, Европа, либо какие-то еще варианты, смотря где вы проживаете, там тип радио. Для некоторых стран нужна радиоантенна питания, если нужно подавать на усилитель антенны. Настройка усилителя мощности. Вы можете выбирать, кстати, аналог, либо цифровой усилитель мощности, так как здесь есть DSP, это позволяет это делать. В базе стоит сразу, изначально ничего не стоит. Здесь стоит время, сколько он был загружен. Вот 1 час 48 минут после первой загрузки идет такой счетчик нескончаемый. Так, Bluetooth. Какой тип Bluetooth? Скорость передачи. Bluetooth звонки. Разные переходы. То есть это настройки ARM. То есть вы можете настраивать много чего тут такого. Вот конфигурация для камер и тому подобное. Конфигурация внешнего микрофона, можно внешний, можно Bluetooth микрофон. Кстати, классная опция, вы можете на свой телефон настроить микрофон, и оно будет принимать, это вы подключились, если микрофона внешнего не хватает, будет брать с телефона его. Так, настройки CAN нужно для тех машин, где это необходимо, то есть подключение CAN, и также можно подключать радар, что позволяет делать эта функция. Настройка сенсора. Разные конфигурации калибровки, обучение сенсора. Вот можно кнопочки переобучить, можно сделать калибровку, если вдруг в этом есть какая-то необходимость. Хотя сенсор емкостной, непонятно, зачем это как бы нужно. Так, назначение клавиш панели. Это нужно будет применять клавиши, которые у вас на самой панели, но также есть и обучение кнопок руля, идет отдельно. Вот настройка логотипа, можно свой, можно левый. Анимация при загрузке, ее можно убрать либо установить. Настройка приложений, которые должны отображаться на экране, ну это из основных. Если вам нужен вот CarPlay, он также здесь присутствует. И можно V-Link, если он тоже нужен, вот я повключал, он появится. Настройка усилителя звука в зависимости от разных способов подключения. Очень важно, что цифровые настройки экрана, контраста вы можете регулировать прямо в меню. Не нужно никаких тайных кодов и тому подобное. Все здесь есть. Яркость побольше, поменьше, это позволяет делать. Настройка скачанной конфигурации. Ну, делаем перезагрузочку. После того, когда все это применилось, и мы видим вот такую прошивочку. Опять же, еще раз скажу, это прошивка на Mediatek для Android Magnetol Jansun, версия 2+32 4G. И на Mediatek это можно делать. Продолжаем дальше экспериментировать, будет что-то новое, сообщим и покажем.